Всем привет! В этом видео хочу рассказать о нашем опыте получения статуса постоянных жителей Канады через Express Entry. Express Entry – это онлайн-система, которая обрабатывает иммиграционные заявления от квалифицированных работников для получения статуса постоянных жителей Канады. Суть системы в следующем. Если вы подходите под минимальные критерии, вы можете зарегистрировать свой профиль в системе Express Entry. При регистрации вам присваивается определенное количество баллов за возраст, опыт работы, знание языка и уровень образования. Из всех кандидатов выбирают либо тех, у кого больше баллов, либо по определенным профессиям и высылают им приглашение на подачу документов на статус постоянных жителей Канады. Соответственно, вы собираете все документы, платите взнос за рассмотрение этих документов и, если все успешно, получаете статус постоянных жителей Канады. Через систему Express Entry проходит 3 иммиграционных программы. Canadian Experience Class, когда у кандидата должен быть канадский опыт работы, Federal Skilled Trades Program и Federal Skilled Worker Program. Эта программа, вот как раз по которой прошли мы, она для рабочих с зарубежным опытом работы. Последние 2 программы отличаются друг от друга по профессиям. Ссылку оставлю в описании. Теперь, какие же документы необходимо иметь под рукой для того, чтобы вы смогли зарегистрировать свой профиль в Express Entry? Паспорт или документ для путешествий. Мы загружали заграничный паспорт. Необходимо будет определить свой НОК и указать свою профессию. Сайт по определению НОК я оставлю в описании. Также надо будет загрузить сертификат с уровнем языка. Нужно будет вбить номер сертификата и все данные из него. Далее необходимо будет вбить номер ECA-репорта как доказательство канадского эквивалента вашего образования. Подтверждение опыта работы. Вам необходимо будет внести точное название организации, количество рабочих часов в неделю и так далее. Также надо будет написать, какая сумма у вас лежит на счету, минимальная или больше, и в дальнейшем вам необходимо будет ее подтвердить. Также, если у вас есть номинация от провинции, приглашение на работу, сертификат о квалификации в торговой профессии, выданный канадской провинцией или территорией, это тоже необходимо будет загрузить. При создании профиля вы в любой момент можете прервать регистрацию и продолжить ее позже. Но имейте в виду, что необходимо будет завершить регистрацию в течение 60 дней. Если вы не завершите регистрацию за этот промежуток времени, необходимо будет заново вносить все данные. Также сразу имейте в виду, что информацию вы вносите не только про себя, но и про свою семью, мужа, жену и детей. После заполнения вашего профиля вы отправляете данные онлайн. Основываясь на данных, которые вы предоставили о себе, система решает, по какой программе вы можете пройти и можете быть приглашены для подачи заявления на статус постоянного жителя Канады. Вы самостоятельно не можете выбрать понравившуюся вам программу при регистрации профиля. При регистрации профиля вам будут начислены баллы по комплексной рейтинговой системе или CRS за возраст, уровень образования и так далее. И на основании этих баллов вас будут выбирать из общего пула кандидатов. В описании оставлю ссылки на калькулятор баллов, где вы можете самостоятельно примерно посчитать, какие баллы вы набираете, а также на критерии присвоения этих баллов. После создания профиля вы попадаете в пул кандидатов и ждете ITA. Это Invitation to Apply, то есть приглашение на подачу документов. Есть 3 типа выборок в Express Entry. Первые – это общие выборки по одной из 3 программ, которые я перечислила выше. Второе – это выборки по определенным программам, например, выборки у кандидатов с провинциальной номинацией. И третье – это выборки по категориям. На каждую выборку отводится определенное количество приглашений. Есть нижний порог баллов, то есть CRS Score. А также, если у кандидатов одинаковый минимальный проходной балл в выборку, то выбор основывается на дате и времени создания профиля в Express Entry. Предпочтение отдается кандидату, который создал профиль раньше. Для 2023 года были следующие категории. Кандидаты, владеющие французским языком, медицинские работники, профессии в области науки, технологий, инженерии и математики или STEM выборки, торговые профессии, транспортные профессии, сельское хозяйство и агропродовольственные профессии. Для каждой категории есть свои условия и свои НОК, которые подходят под эту выборку. По поводу выборок. В Телеграм-канале есть бот, где публикуются новые выборки, и также эти выборки публикуются на официальном сайте. Предыдущие выборки и их баллы и программы, по которым делались выборки, тоже можно посмотреть на официальном сайте
либо в том же Telegram-боте. Когда вы пройдете в какую-либо выборку, в ваш профиль в экспресс-центре приходит письмо Invitation to Apply с дальнейшими инструкциями к действию. Письмо с приглашением после публикации выборки может прийти не сразу, а в течение 24 часов. После получения письма с приглашением советуют сразу же проверить, подходите ли вы под критерий той выборки, по которой вас пригласили. Если ваша жизненная ситуация изменилась, вам необходимо будет пересчитать ваши баллы, и если вы все еще проходите под критерий той выборки, по которой вас пригласили, то можно смело подавать документы. Если же баллов не хватает, необходимо будет отказаться от приглашения, так как при согласии на приглашение с более низкими баллами экспресс-центры самостоятельно могут отклонить ваше заявление и не возвращать деньги за рассмотрение документов. Какие же могут быть изменения? У вас больше нет приглашения на работу. У вас больше нет провинциальной номинации. У вас истек срок действия языкового теста, а он действует 2 года. Либо вы пересдали языковой экзамен и получили более низкие баллы. Очень важный момент. У вас есть 60 дней с момента отправки вам приглашения, чтобы вы его приняли и загрузили все необходимые документы. Если за 60 дней вы ничего не успели сделать, срок действия приглашения выйдет, система сама удалит вас из пула кандидатов, и вам необходимо будет регистрировать новый профиль в экспресс-центре и ждать новой выборки и нового приглашения для подачи документов. После того, как вы приняли приглашение, вам надо будет заполнить анкету, примерно похожую на ту анкету, которую вы заполняли при регистрации профиля в экспресс-центре. И далее появится место для загрузки документов. Система самостоятельно создаст список документов, которые вам необходимо будет подгрузить, основываясь на данных вашей анкеты и ранее заполненного профиля экспресс-центре, который вы заполняли при регистрации. В течение 60 дней вы можете постепенно заполнять свой профиль, нажимая кнопочку «Сохранить данные» и загружать все необходимые документы. В вашем профиле будет вестись обратный отсчет в днях, что очень удобно, и показывает, сколько дней у вас еще есть в запасе. Обращаю ваше внимание, что все документы должны быть переведены на английский или французский языки. Пожалуйста, внимательно проверяйте требования к переводам перед загрузкой документов. Ссылку на требования к переводам для экспресс-центра я оставлю в описании. Итак, наш пакет документов, который мы загружали. Заграничный паспорт и все заполненные страницы. Фотографии, как на канадскую визу. Proof of funds или подтверждение наличия денег. Кому же нет необходимости подтверждать наличие определенной суммы на счету? Если вы приглашены по программе Canadian Experience Class или у вас есть действующее приглашение на работу и вас пригласили по программе Federal Skilled Worker или Federal Skilled Trade Program, то вам нет необходимости подтверждать наличие средств на вашем счету. Во всех остальных случаях сумму необходимо будет подтвердить. На экране вы можете видеть минимальную сумму для иммиграции. У нас на счету необходимая сумма появилась незадолго до подачи документов, поэтому вместе с выписками из банка за последние 6 месяцев мы еще подгружали договор дарения денег и доверенности, по которым этот договор был подписан. Также мы подгрузили Letter of Explanation, то есть письмо с объяснениями, зачем мы подгрузили договор дарения денег и доверенности. Вопросов по нашей финансовой ситуации не возникло, дополнительные документы у нас не запрашивали. Справки о несудимости. Друзья, хочу обратить ваше внимание именно на этот пункт, потому как известны случаи отказов из-за неправильных справок о несудимости. Вы должны предоставить справку о несудимости из всех стран, где вы проживали более 6 месяцев. Причем эти справки должны быть датированы датой после вашего уезда из этой страны. Такая справка для RCC является бессрочной. Если после взятия справки и уезда из страны вы вернулись в эту страну даже ненадолго, вам необходимо будет заказывать новую справку о несудимости после даты вашего последнего визита в эту страну. Справка же из вашей текущей страны проживания должна быть не старше 6 месяцев до момента подачи документов. Лучше брать такие справки максимально близко к вашей подаче документов. Мы загружали справки из России, которые были заказаны уже после нашего отъезда из страны, и справки из Казахстана, так как здесь уже жили более 6 месяцев. Подтверждение образования и языка. Мы загружали сертификат IELTS General, который сдавали зимой 2023 года, а по образованию мы загружали диплом оригинал и перевод диплома,
плюс ECA-репорт, и также мы загружали еще свидетельство о рождении, потому как в свидетельстве о рождении написаны фамилия, имя, отчество полностью так, как они написаны в дипломе. Подтверждение опыта работы. Необходимо будет загрузить reference letter со всех мест работы, которые вы указывали в анкете, и за которые вам дали баллы при регистрации профиля. Более подробно о том, что включает в себя reference letter, я сделала видео, смотрите на моем канале. Подтверждение отношений. Мы загружали форму AMM 5409. Это канадская форма заключения гражданского брака. Переводы договоров аренды, где вписаны оба, перевод российского паспорта основного заявителя, предыдущие заграничные паспорта со штампами и визами, как подтверждение наших совместных путешествий, а также конверты от МСС с нашими ECA-репорт, которые были присланы нам обоим на один и тот же адрес. И совместные фотографии. Также мы загружали данные медицинского обследования. В каждое поле можно загрузить только один файл, не более 4 мегабайт. Если у вас есть какие-то дополнительные документы, которые не влезли в основной файл, там есть раздел «Дополнительные документы», вы можете загрузить один документ, тоже не более 4 мегабайт, который не поместился в основной файл. Например, мы вот так вот загружали договора аренды, которые были очень большие вместе с переводами, и они просто не поместились все в одном файле. При этом в основной файл желательно еще загрузить letter of explanation, то есть письмо, в котором вы объясняете, зачем вы прикрепили дополнительные документы, что там можно найти. Загрузили мы документы 7 августа. Сразу после загрузки нам пришли письма. Confirmation of Online Application Transmission – это чек оплаты рассмотрения документов. И Acknowledgement of Receipt – Application of Permanent Residence – письмо о том, что документы приняты. Медицинское обследование обязаны пройти все кандидаты, претендующие на статус постоянных жителей Канады, а также члены их семьи. Даже те, кто не едет с кандидатом, но кого основной аппликант зарегистрировал в своем профиле Express Entry. С 1 октября 2023 года больше не нужно проходить медицину наперед. После того, как вы загрузите и отправите свои документы, вам придет письмо с инструкциями, как проходить медицинское обследование. На официальном сайте есть информация, действующая до 6 октября 2024 года в отношении кандидатов, которые могут не проходить медицинское обследование. Вы освобождены от обследования, если вы подходите под все следующие критерии. Вы подали или подаете заявление на постоянное или временное проживание, вы уже живете в Канаде, вы завершили свой предыдущий осмотр за последние 5 лет, и ваш предыдущий медицинский осмотр указал на низкий риск или отсутствие риска для здоровья населения и общественной безопасности. Во всех остальных случаях необходимо проходить медицинский осмотр. Вам придет письмо с инструкцией о том, когда записываться на медицинский осмотр и какой тип осмотра вам необходимо пройти. Что необходимо взять с собой на осмотр? Паспорт, который вы загружали в Express Entry, очки или контактные линзы, если вы такие носите, результаты медицинских обследований и анализы, если вы сдавали что-то ранее, список препаратов, которые вы в данный момент принимаете, медицинскую форму, которую вам пришлют в инструкции, прививочный паспорт или другие подтверждения вакцинации, если вы такие делали, 4 фотографии. Лучше всего заранее связаться с организацией, где вы будете проходить медицинский осмотр, и у них уточнить, какие документы вам необходимо с собой принести. Мы проходили медицину заранее, в июле еще можно было это сделать, проходили в Казахстане, в Астане. Написали в организацию, заплатили 220 американских долларов и выбрали время для записи. На приеме нам провели полный осмотр, проверили зрение, взяли паспорт прививок и после осмотра отправили на рентген легких и сдать анализ крови. Также дали тару для сдачи анализа мочи. После осмотра доктор даст вам документ, подтверждающий, что вы прошли медицинский осмотр. Если вы проходите медицинский осмотр не заранее, далее подгружать никакие документы вам не нужно. 31 августа нам пришло письмо о том, что необходимо пройти биометрию. В письме было сказано, что если вы находитесь вне Канады, вам необходимо найти ВАК или Visa Application Center, любой, который вам подходит. Перед этим необходимо записаться на прием. Мы записывались в ВАК-центр в Астане, в Казахстане. Вот сайт ВАК, на котором мы записывались на биометрию. Вы регистрируетесь на сайте, выбираете удобное для вас время, и вам должно прийти письмо с подтверждением выбранного времени. Сама процедура биометрии довольно быстрая, вам снимают отпечатки пальцев, делают фото, и на этом все заканчивается. Если вы заранее оплатили все взносы, дополнительно ничего платить не надо.
Далее наступило время ожидания рассмотрения наших документов. В это время мы зарегистрировались в трекере IRCC. У нас этот трекер стал доступен после того, как нам зачли медицину. В трекере доступна информация по вашему кейсу, и вы можете видеть разные статусы на разных частях вашего кейса. Статусы меняются в течение суток после изменения статуса в основном профиле в экспресс-центре. Справа сверху есть время последнего обновления вашего профиля. Также есть очень удобный сайт MyIMMiTracker. На этом сайте есть несколько разделов по различным миграционным программам, не только Канады, но и Австралии. В разделе миграции Канады есть общая таблица, есть разделение по программам и так далее. Очень удобно смотреть примерное реальное время рассмотрения документов, плюс там люди тоже отвечают на комментарии по дальнейшей судьбе кейсов, что тоже очень удобно. Итак, 7 августа мы отправили документы в экспресс-центре, 31 августа нам пришел запрос на прохождение биометрии. 12 сентября нам пришло письмо, что нас просят прислать дополнительные документы, подтверждающие наш Common Law союз. По поводу этого я сделаю следующее видео, так как тема не маленькая, документов было очень много и очень много нюансов, которые надо было учитывать. 17 сентября мы загрузили дополнительные документы через основное окошко на сайте и через веб-форму. 19 сентября статус дополнительных документов поменялся на «Документы приняты». Однако мы не знали, дошли ли документы через веб-форму. Через 2 недели мы решили позвонить в IRCC и узнать, что там происходит с нашими документами. Дозвониться туда не так просто. Звонить можно только по канадскому номеру. Мы скачали приложение PhoneGo, оно платное, стоит около $8. Сразу совет: платите за отключение рекламы, так как после 15 минут нашего разговора звонок оборвался. Отключение рекламы стоило примерно $4 за месяц. При звонке нужно иметь под рукой номер вашего кейса и ваш паспорт. Сначала вам будет отвечать робот, нужно будет нажать циферки для того, чтобы выбрать язык и так далее. Далее уже с вами будет разговаривать оператор. Мы звонили около 8 утра по времени Торонто. Тогда там была очередь ожидания примерно 15-20 минут. Далее, соответственно, время ожидания увеличивается. Оператор задаст вам несколько личных вопросов, чтобы удостовериться, что это действительно вы. И далее вы сможете задать ваш вопрос по кейсу. Сотрудники колл-центра говорят достаточно общую информацию, ничего нового мы из этого звонка не вынесли. Были случаи, когда при задержке рассмотрения документов именно после звонков кейс начинал двигаться. Так что этим инструментом тоже можно воспользоваться. Номер IRCC на экране. 12 октября нам пришло Ready for Visa email. Это письмо, в котором говорится, что можно отправлять паспорта на вклейку визы. Плюс инструкции, как это сделать. На момент нашей отправки документов их отправляли в офис в Варшаву, потому что ни в Астане, ни в Алматы визы не вклеивали. Здесь немножечко расскажу, как работает отправка документов именно из Астаны. Вы приносите паспорта в тот же центр, в котором вы сдавали биометрию ранее. Можно уже не записываться на время приема. Оплачивать ничего не нужно, если вы сдавали биометрию в том же центре. Если вы отправляете паспорта из какого-либо другого центра, нужно будет оплатить доставку. Что необходимо взять с собой? Письмо Ready for Visa, надо будет его распечатать. Паспорта, чек об оплате всех взносов, тоже распечатанный. Документы о сданной биометрии, принести 2 фотографии, и еще на отдельном листочке надо будет написать фамилию, имя, рост, цвет глаз каждого аппликанта. Обязательно обращайте внимание на фотографию. Мы их переделывали несколько раз. Советую вам самостоятельно линейкой по миллиметрам измерить, чтобы было в точности, как в инструкции. За этим очень строго следят. Сзади на фотографии надо будет написать фамилию, имя, дата рождения, название студии, где вы делали фотографию, адрес этой студии и дату, когда была сделана фотография. По пятницам документы отправляют из Астаны в Алматы, а далее по средам из Алматы отправляют документы в Варшаву. Отследить паспорт тоже можно. Ссылку оставлю в описании. Мы отдали наши документы 16 октября в визовый центр, а 6 ноября электронные статусы в нашем кейсе поменялись на Application Approved, и Eligibility и другие статусы стали Completed.
Это означает, что визу вклеили и осталось только дождаться возвращения паспортов. 15 ноября наши паспорта пришли в Астану, и мы их забрали. Виза будет одноразовая, без фотографии. Обязательно проверьте все номера и чтобы правильно были написаны ваше имя и фамилия. Данная виза будет действовать до момента истечения вашего медицинского осмотра. На экране вы можете видеть наш таймлайн с момента начала подтверждения дипломов до получения паспортов с визами, а также взносы, которые мы оплатили за рассмотрение наших документов в экспресс-центре и некоторые дополнительные траты. В следующем видео хочу рассказать о том, как мы подтверждали наш Common Law союз и с какими трудностями мы столкнулись. Спасибо за просмотр!